И привет всем, меня как всегда зовут Крутой Лорд, и я выражаю благодарность всем, кто поддержал ролик по Евгении. Вы классные ребята и заслужили лучи добра от Жени Вороновой. Ну а теперь приступаем к ролику. В одном из моих предыдущих роликов я рассказал вам о том, почему была закрыта разработка игры My Life as a Teenage Robot 8-bit. Ссылка на тот ролик есть в подсказках и в описании. Однако я не рассказал, что именно представляла бы из себя данная игра. Поэтому в данном ролике я буду исправлять это недоразумение. Я расскажу вам о том, что было в релизнутых версиях и в чем заключался их смысл. После чего расскажу о том, что было бы дальше. Располагайтесь поудобнее, я начинаю. За все время существования Mlator 8-bit я выпустил несколько версий, а именно с версии Alpha 0.1 по Alpha 0.4.2. Это были довольно сырые версии игры, которые показывали, в чем будет заключаться суть игры. И как вы могли понять, с каждой крупной версией выпускались новые локации с новыми врагами, боссами и прочими фишками. Так, когда вышла версия Alpha 0.2, в игру были добавлены бонусы, один из которых реактивный ранец, который должен позволять Дженни подниматься на места, до которых нельзя было добраться при помощи двойных прыжков. Хотя он работал как слишком сильные прыжки, и я так и не смог это изменить. Если в первой локации был один тип врагов, то во второй их было уже два типа. Ходячие грязевые бомбы и птицы-бомбардировщики, которые не против испачкать главную героиню тем, что они сбрасывают. И напоследок силовое поле и выключатели. Силовое поле не пропускает ни Дженни, ни ее оружие. А вот выключатель в той версии был временным, после чего силовое поле включалось вновь. И конечно же магазин Шелдона, где на накопленные чипы, тогда монетки, можно прикупить себе апгрейды в виде улучшенных бонусов с большим временем действия, максимального здоровья и дополнительной жизни, если надо. Alpha 0.3. Появляются бонусы мульти-огня и мощных выстрелов, способных на время дать Дженни преимущество в оружии. Впервые появляются враги, которые не погибают после нанесения урона Дженни, как это было в предыдущих версиях, что говорит о том, что игра постепенно усложняется. А также появляются враги, ведущие точный огонь по главной героине. Ну и не забудем про шипы в качестве препятствий, которые тоже постепенно могут убить Дженни. Alpha 0.4. Впервые появляется интерфейс игры, показывающий количество очков, жизней, хп и чипов у игрока. Довольно глобальное обновление, скажу я вам. Также появляется новое препятствие в виде смертоносных лазеров и ящиков со взрывчаткой, что уничтожают все блоки, кроме стальных. А также новый бонус – неуязвимость, которая позволяет Дженни не получать вообще никакого урона. Это также относится и к лазерам, которые моментально убивают ее при малейшем касании. Вот что представлял из себя Mlator 8-bit на момент своего закрытия. Теперь пришла пора рассказать о сюжете, который прольет свет на главные загадки человечества. Почему Дженни приходится драться со своей матерью? Каким образом Дженни сражается сама с собой в третьей локации и со Скраффлсом в четвертой? Ответ довольно простой. Дело происходит в компьютерной игре, которая просимулировала мир Дженни, когда та подключилась к ней и оказалась в виртуальном мире. Хозяин игры, искусственный интеллект под названием LORD, хитрый ход вставить себя в качестве персонажа игры, говорит Дженни, что той нужно пройти 9 опасных этапов, чтобы вернуться в реальный мир. Однако не все так просто, ибо с каждым этапом девочка-робот столкнется с новыми препятствиями, часть из которых я уже упомянул. Двигающиеся платформы, телепорты, противники с щитами, конвейеры, и это еще не весь список. Старые враги придумали новые тактики победы над Дженни, и той придется нелегко. Армагедроид, Доктор Локус, даже Кластер готовы разорвать нашу героиню на части, и их подготовленный арсенал должен им помочь. Но если Дженни все же победит всех,
Тогда она сможет покинуть эту игру. Однако не стоит забывать, что игра полна тайн и загадок. Может, она куда коварнее, чем кажется на первый взгляд. И что может произойти, если играть по ее правилам? Mlator 8-bit должна была дать ответы на эти вопросы, но теперь, когда она закрыта, вопросы останутся без ответов. Ведь ей на замену придет Евгения, но со своим лором и своими особенностями. По крайней мере, надеюсь и верю в это. Итак, Mlator 8-bit закрыта. Но что бы было, если бы вышла легендарная бета 0.5? Пришло время раскрыть карты. Слоган версии бета 0.5 должен был быть таковым: вы готовы к челленджу? Ибо данная версия, помимо новой локации, должна была добавить новый уровень сложности – средний. В чем была бы ее особенность? В отличие от легкой сложности, игроку пришлось проходить уровни игры на время. Если ты не справлялся с этим заданием, ты терял одну жизнь. Также враги становились опаснее, ибо они двигались быстрее, а урона наносили больше. Да и вместо 4 жизней у Дженни в начале игры только 3. Также именно в этой версии должны были появиться сюжет, а также обновленная система прокачки Дженни. Если до этого были апгрейды ее хп и бонусов, то начиная с бета 0.5 там были бы апгрейды ее оружия, брони и ее статов, что добавило бы в игру элементы RPG. С ними были бы добавлены система достижений и новая валюта, позволявшая игрокам купить новые элементы снаряжения главной героини, которые также меняли бы ей статы и делали бы геймплей более разнообразным. Также появились бы дополнительные уровни, на которых можно было поднакопить валюту, но за игру это можно было бы сделать только один раз. И такие уровни можно было бы разблокировать за вторую валюту, которая в отличие от чипов была бы глобальной в игре. И это все помимо нового саундтрека, который должен был появиться в этой игре. Кстати, его вы можете послушать сразу же после окончания видео. Ссылка на него в подсказках и в описании под данным роликом. С каждой новой версией появлялись бы также и новые элементы геймплея, о которых я ранее уже рассказывал. В версии пререлиз 0.8 появился бы новый уровень сложности – сложный, который характеризовался бы более сильными врагами и большим ограничением по времени, а также у Дженни было бы 2 жизни. И вот в версии 1.0 появилась бы целая куча секретов, которые ожидали бы игрока в процессе игры, а также появились бы реабилитации, которыми можно было воспользоваться, когда игрок терял все жизни, включая последнюю. Их число варьировалось в зависимости от сложности игры. 3 реабилитации на легком, 2 на среднем, 1 на сложном. В последующих версиях появились бы дополнительные персонажи со своими особенностями. Версия XJ9 из пилотного эпизода Mlator, XJ0 и прочие оригинальные персонажи, включая Евгению. Также в игру я планировал добавить редактор уровней, чтобы каждый мог создавать свои уровни и пытаться экспериментировать в плане добавления тех фишек, о которых я сам мог бы не подумать. В общем, идей для игры было очень много, и с ними Mlator 8-bit стала бы еще более интересной игрой, однако этим идеям так и придется остаться идеями. За 6 лет разработки Mlator 8-bit я смог сколотить хороший каркас для своих будущих проектов. Кто-то предлагал мне хорошие идеи для реализации, а кто-то поддерживал меня всячески, включая тех, кто помогал мне с разработкой игры, за что я выражаю этим людям огромную благодарность. Это было прекрасное время работы, но комьюнити Mlator стала моей платформой для создания Евгении, и теперь я сосредоточен на ней. После моего бана в Discord сервере Mlator Fanbase я решил, что пора прощаться с этой игрой и переходить к Евгении, которая заслужила куда больше моего внимания, чем что-либо еще. Как говорится, что не делается, все к лучшему. Хоть Mlator 8-bit в моем обличии больше никогда не увидит свет, но она точно стала наследием Mlator, которое дало пространство для моего дальнейшего роста. И я хочу добиться того, чтобы мое дальнейшее творчество имело ошеломительный успех. Но это вопрос времени. А пока ожидайте мою визуальную новеллу о Евгении и кое-что еще. Все подробности в моем Discord сервере, ссылочка в описании.
Итак, друзья, это последний ролик, где вы слышите мой голос на этом канале. Причина такова: я полностью покидаю фандом Mlatr. Я бы мог рассказать поподробнее об этом, но лучше всего сделать отдельный стрим, где я не только объясню подробности, но и отвечу на ваши вопросы. Сам стрим будет 29 июля в 20 часов по Москве. Последнее видео на канале выйдет 1 августа. Что оно будет из себя представлять, увидите сами. Хочу сказать спасибо всем, кто поддерживал мой контент по Mlatr до конца. Вы лучшие. Если вы хотите поддержать меня в новом контенте, включая контент с Евгенией, советую подписаться на мой основной канал Club of Games Interactive Studios. Ссылка на него в описании. Скоро ролики чаще начнут выходить там. Спасибо, что были с нами все это время. И как всегда, да пребудет с вами Женя Воротнова. Искренне ваш, Крутой Лорд.